Салют, парни и девчонки, с вами снова Минимакс, и сегодня мы внимательно посмотрим на 3D миниатюры ДНД монстров крупного, огромного и даже исполинского размера. Сравним их с нетленным оригиналом от WizKids и миньками из настолок. Еще я хочу поблагодарить группу «Свободный рынок миниатюр» и ДНД Мод на ВКонтакте за то, что разместили мой прошлый ролик на своих стенах и сделали это абсолютно бескорыстно. А группе ДНД Мод на отдельный респект за продвижение молодых хороших ДНДшных инет-площадок в массы. Ссылочки на эти группы в описании. Ну а мы будем начинать, и начнем мы с небольшого обзора большого принтера. Вы готовы? Тогда поехали! Студия Минимакс представляет 3D-печать ДНД монстров. Драконы, демоны, морские твари. А также небольшой обзор большого принтера и отечественных 3D-мастерских. Скажете, опять реклама? А вот и да. Ну а мы продолжаем. Не переключайтесь. Реклама, опять реклама, реклама Алиэкспресс, реклама 3D-магазинов и мастерских, реклама принтеров. Но прежде всего, даже если это реклама, то я за нее никаких денег пока не получал. То, что я рассказываю и показываю в своих видосах, начиная с первого, это просто желание поделиться с вами всем, что я знаю и умею. Показать все лучшее, что имею или планирую иметь. Чтобы наши ДНД-приключения стали еще интереснее и разнообразнее. Возвращаясь к теме принтеров, честно, мне без разницы, Frozen Mini Sonic это, или Frozen Mega Sonic, или какой-нибудь Джонни Мнемоник, или может задний Парктроник. Главное, что на выходе он выдает нужные мне 3D-миниатюры, которые по качеству и детализации одни из лучших из всего, что у меня есть на данный момент. Не верите? Посмотрите мой прошлый ролик, пройдя по ссылке. Честно признаюсь, еще 3 месяца назад я думал, что все 3D-миньки убогие и сверххрупкие. Но сейчас я имею вот это 3D-чудо и просто делюсь с вами своим вдохновением и небольшим опытом. Что же касается его большого собрата, то моя цель сегодня не продать вам этот принтер, тем более, что он не стоит своих денег, а проверить и показать, действительно ли он выдает на выходе максимальное на данный момент разрешение 8К. Поверьте, это не заказной обзор, а скорее мысли вслух такого же любителя, как и вы, но при этом еще немного, но практика. А посему прошу любить и жаловать Frozen Sonic Mega 8K. Самая крупная из моделей тайваньского производителя. Это вроде бы первый 8К принтер на 3D рынке и точно первый по длине диагонали LCD дисплея аж 15 дюймов. Размер области построения 330 на 185 на 400 мм. То есть на выходе, если верить цифрам, можем получать супер-пупер высокодетализированные миньки высотой до 40 см. Получается, на этой махине можно печатать исполинских ДНД-гигантов в полный рост. Тут даже великаны отдыхают. Только посмотрите на размер печатной платформы в сравнении с мини 4К. К тому же она вся дырявая. Это для снятия напряжения при поднятии и опускании в смолу. И сбегая вперед, дырочки очень удобные при снятии с платформы напечатанных миник. Точность позиционирования по оси Z 10 микрон. При этом вес и размеры у него тоже внушительные. 400 на 470 на 680 мм и 35 килограмм. Качество и стиля. Да, его внешний вид с огромной буквой М на фасаде мне особенно симпатичен. Очень простой и удобный интерфейс фронтального дисплея и USB-разъем слева от него. Вместе с принтером идут все необходимые инструменты, те же, что и у миника, и флешка с программой Chitubox последней версии. И пока только она и поддерживает данную модель, а еще этот принтер не нужно калибровать. Из минусов, помимо громоздкости, сразу отмечу стоимость. Порядка $2500. Ну а также неудобный вариант открывания дверей. Для этого вам понадобится дополнительное пространство по бокам. Скорость печати тоже оставляет желать лучшего. Если Chitubox после нарезки моделей показывает одно время, то в реальности оно почти в 2 раза больше. Почему? Пока это тайна, покрытая мраком и супердолгим ожиданием результата.
На печать крупника высотой до 120 мм с разрешением 30 микрон, минимальная для 4К смолы, у меня уходит в среднем 30 часов, то есть 40 мм в час. Хотя даже при таком раскладе, по моим подсчетам, это будет быстрее, чем гонять миник, так как одновременно можно печатать сразу несколько больших и крупных миниатюр. Ну или одного-двух исполинских монстряков, чего на минике не сделаешь вовсе. Для тех, кто чуточку не в курсе, миник — это я так ласково называю самую маленькую модель от Frozen Sonic Mini 4K, обзор которой я делал в прошлом видео. После печатные процедуры те же самые. Снимаем панель, отковыриваем от нее модели, промываем в спирте в случае смолы Aqua 4K, освобождаем от поддержек. После чего я промываю миньки повторно уже в теплой воде, опрыскивая их спиртом. Потом сушу и помещаю в ультрафиолетовую камеру на 10-12 секунд для дополнительного отвердения смолы. Замечу, что печатная панель у Меги довольно тяжелая, ну и быстро очистить ее не получается из-за многочисленных дырочек. Да и вообще работа с этой бандурой требует достаточного времени и терпения. Что имеем на выходе? Офигенные высоко детализированные ДНД-монстряки, которые украсят не только любой игровой процесс, но и ваш интерьер. При этом они в меру прочные и по себестоимости в разы более выгодные, чем нам предлагают в магазинах. И перед тем, как мы перейдем к их сравнению с магазинным аналогом, хочу чутка порекламить чудесную 3D-мастерскую, в которой я и прикупил все 3D-модели из этого ролика. И если что, они об этом видео пока не знают. Нашел я этих талантливых ребят на 3D-площадке My Mini Factory. Называются они Clay Cyanide Miniatures. Набираем в ММФ в поиске их названия, заходим в стор и наслаждаемся красотой. Модели можно приобретать поштучно, но выгоднее брать сразу пак. Здесь паки разбиты тематически, например, греческая, египетская, славянская, скандинавская, китайская, японская, индийская, арабская мифологии. Также имеются сеты с драконорожденными, вампирами, ангелами и демонами, ктулху-монстрами, персонажами легенд о короле Артуре, чумными тварями и так далее. Каждый такой сет стоит $50. Я же покупал их летом со скидкой 50%, и вполне возможно, что под Новый год грядет что-то подобное. Последние их сеты мне вообще достаются по $20 в месяц, а вы можете брать и по $10, если станете их патронами. Для этого переходим на их страницу в Патреоне и смотрим варианты подписки. Вот, например, уровень Blacksmiths, оформив который каждый месяц вы будете иметь 30 новых моделей. Также разовый доступ к их приветственному паку, а он у них обширный, надо сказать, и некоторым бесплатным минькам. Причем все модели идут с поддержками и полностью готовы к печати. Согласитесь, 700 рублей в месяц за такой объем – сущие копейки. А если вы серьезно настроены и хотите продавать напечатанные миньки по их моделям официально, то добро пожаловать в Merchant Tier или уровень продавца, который обойдется вам уже в $40 в месяц. Модели и уровни данного магазина я привел скорее для примера. Таких мастерских на ММФ десятки, а может уже и сотни. Ищите, выбирайте то, что по душе именно вам. А теперь переходим к сравнению наших 3D-монстряков с оригиналом от Визхитс, в котором участвуют Золотой Дракон и Бехир, Минотавр и Кентавр, Балор, Червь, Мерилит и Пэтфайндеровская Гидра — это все с Алиэкспресс, а также Джин и Ефрит из питерской лавочки Ская и Мантикора с Медвесычом из штатовского миниатюр-маркета. Уж простите все те, кто называют этого лесного монстряка Савамет или как-то еще. А также оригинальный, но об этом чуть позже. Еще возьмем для сравнения по парочке миник из настолок «Восходящее солнце», «Кровь и ярость», «Ктулху смерть может умереть» и «Ром и Кости». Тем более, что когда-то я обещал вам их показать. Сразу оговорюсь, что по прочности оригинальным минькам практически нет равных. Но на этом почти все их преимущества, увы, заканчиваются. В плане дизайна, конечно, на вкус и цвет сами знаете что, но если в случае с 3D-моделями у вас есть огромный выбор их внешнего вида, то Визхитс вам этого выбора не дает. Если честно, из всех участвующих в сравнении оригинальных миниатюр, мне по душе только дизайн
вот этого золотого дракона. Пожалуй, все. Так давайте же посмотрим на них поближе. Ну, для начала я, как обычно, потратил достаточно времени на сборку этих красавцев, так как, несмотря на большой принтер, я еще не научился делать поддержки самостоятельно и печатать их целиком. А то, что предлагают 3D-мастерские, пока в основном только частями. Здесь мне снова пригодились чудесное сверло, нож, кусачки, плоскогубцы, клей, ну и, конечно, наша уже легендарная проволока от магазинного хлеба. Благо, моя мама и брат отныне поставляют мне ее в больших количествах, ну а хлебные магазины могут пока отдохнуть. По моим субъективным ощущениям, у миниатюр от Clay Цианид больше реалистичности, что ли. Если уж мантикора, то с головой льва и хвостом скорпиона, ну как полагается. А если ифрит, то похожий скорее на элементаля, чем на воина. Хотя с кимитаром он владеет знатно. Джинны оба красавцы, но образ 3D-шного мне как-то ближе, он симпатичнее. 3D Минотавр и Кентавр более брутальные, а последний, ко всему прочему, еще и циклоп. 3D Бехир выглядит суровее и колючее оригинала. Марилит, просто красивее. Правда, рук у нее маловато. Ну а Медвесыч, скорее на любителя. Вот в его случае 3D-вариант выглядит менее классическим. От Гидры могу показать вам только голову, так как тело напечаталось, мягко говоря, частично. Это мой очередной брак, друзья. Но эта голова просто прекрасна. Возможно, вы скажете, внешность – это чистой воды вкусовщина, и будете правы. Но детализация у данных 3D-монстряков на высочайшем уровне, что ни говори. И, кстати, WizKids тоже могут смело похвастаться высокой детализацией своих творений. Ведь помимо пригрунтованных миник из Нурзул коллекции и окрашенных из коллекции Icons of the Realms, у Визардов появилась новая линейка Frameworks. Это ДНД-миниатюры из полистирола на литниках с битцой, а-ля Warhammer. Также к оригинальным ДНД-минькам относится продукция компании Gale Force 9. И все эти миниатюры по качеству детализации на порядок превосходят вискидзовскую пригрунтованную или покрашенную линейку. Но их прочность и особенно цена все же уступают 3D-аналогу. Конечно, здесь я пытаюсь быть максимально объективным и со всем уважением отношусь к коллекционерам типа моего брата, которые вне зависимости ни от чего предпочтут оригинал. Ну, почему бы и нет, если финансы позволяют. Хотя и брат уже потихоньку подсаживается на мои 3D-минички. Теперь пробежимся по миниатюрам из настолок. Сегодня все они кмоновские шедевры. Ну и в особом представлении не нуждаются. Здесь восточные красавцы из страны восходящего солнца, северные адепты горячей крови и неумолимой ярости, друзья и соратники товарища по имени Ктулху Лавкрафтович. Кстати, Йог-Саготы вообще ни капли не похожи. Ну и разноцветные морские любители рома и игры в кости. Зачем я их вам показал? Да просто ради красного словца, еще чтобы похвастаться. Надеюсь, вы меня за это простите. Итак, продолжая сравнение, я еще раз упомяну об очень высокой детализации напечатанных мной 3D-моделей. И дороже слов, здесь только визуальный пример. Поэтому переходим к более детальному осмотру. Только посмотрите, как классно пропечатались даже самые мелкие элементы. Например, фактура кожи у этого динозавра, мышцы и шерсть у кентавра, мембрана крыльев у демона, грива у лошади, узоры на одежде и даже самые мелкие ее детали и элементы. Фактура доски, черепки и фонарики на этой лодке, а также когти, клыки, шипы, рога, вот эти вот чудесные плавники, складки кожи и языки и много-много чего еще. Только посмотрите, как удивительно пропечатались буквы на мече драконорожденного наездника. Вау, словно настоящая гравировка, подобная той, что на кольце всевластия. А? Во-вторых, у 3D-миник нет швов, нет стыков и щелей. А значит, меньше времени на подготовку и больше на покрас. А главное, больше времени на сами игры. Иначе ради чего все это?
В-третьих, они не пригрунтованы жирнющим, неровным слоем, пусть и валеховского грунта. И здесь большой простор для вашего творчества. Ну, хотя для кого-то, возможно, это и минус, ведь грунтовать – это лишние расходы и время. В-четвертых, себестоимость. Особенно это касается тварей огромных и исполинских размеров. Возможно, кто-то не знает, но ценники на оригинальных громадин типа Тиамат или Тараска просто зашкаливают. С легендарными драконами та же история. Плюс ко всему, некоторых из них еще фиг найдешь. Правда, если брать драконов поменьше, молодых, например, то их оригинальный ценник уже будет более приемлем, особенно если брать их на AliExpress. Кстати, тут ссылка на мой видеообзор о лишних ДНД драконов и не только. Того же золотого дракона можно взять за 1200 рублей с доставкой, но он все равно будет дороже 3D аналога. Хотя, возможно, это не совсем точно, все упирается в то, где вы будете брать этот 3D аналог и какого он будет качества. Точно знаю одно, себестоимость 3D аналога высокого качества, подобного этому, ниже себестоимости оригинала, даже если брать его на Алике. Причем такого вот золотого дракона, отдельно тело и крылья, и базу, можно легко напечатать даже на минике, и качество будет замечательное. При этом должен сказать, что детализация миник от Меги и Мини Соников почти не отличается. Возможно, потому что смолу я использую 4К, и Мега Соник пока не показывает всего, на что он способен. Но буду надеяться, что это изменится, когда на рынке наконец появится 8К смола. Ну и в-пятых, вы можете создавать модели и печатать 3D-миниатюры сами. Ну, если все-таки решитесь иметь 3D-принтер, наличие своего 3D-принтера и самостоятельная печать миниатюр может показаться вам довольно увлекательным мероприятием, но не спешите делать выводы в его пользу, так как есть много подводных камней. Каких? Посмотрите мое прошлое видео. А в этом видео я даже не ставлю вопрос, иметь вам этот принтер или не иметь. Я же прекрасно понимаю, что многие из вас не планируют его покупать, а скорее закажут уже готовые миниатюры у проверенных продавцов. Но, как говорится, доверяй, но проверяй, а лучше еще раз проверяй и предварительно узнавай, на каком аппарате и на какой смоле будет выполнен твой заказ. Ну а свои рекомендации я уже озвучил. И в этот самый момент пришло время упомянуть о дополнительных проблемах, с которыми я, владеющий этими агрегатами, столкнулся в процессе работы. Здесь я не буду останавливаться на проблеме с дорогостоящей пленкой, из которой сделано дно ванночки принтера и которая со временем приходит в негодность. Здесь я скорее упомяну об особенностях самого процесса 3D-печати, который на выходе иногда выдает неожиданный и крайне неприятный результат. Просто делюсь опытом. Первые 3 40-часовых захода на Sonic Mega 8K выдали мне отличный продукт, который вы, собственно, и наблюдаете в этом видео. Но последующие 3 40-часовых захода подарили мне кучу неприятных эмоций, убитых ожиданий и загубленного времени. Помимо времени еще была загублена дорогостоящая смола, превратившаяся в обрубленные и недопечатанные конечности. И как я ни пытался, я так и не смог без брака напечатать его. Кракен. Не хочу грузить вас многочисленными причинами и всякой технической мутатенью. Знаю одно, это точно не связано с качеством принтера или смолы, или с ее недостаточным взбалтыванием. Это скорее про мою неопытность и криворукость. Поэтому прошу, еще раз подумайте, нужна ли вам вся эта чехарда, которая обрушивается на бедную голову владельца 3D принтера. Да еще дополнительно бьет по карману. Ну хотя вы же это не я, криворукостью не страдаете, а опыт – дело наживное. И, к сожалению, полноценно сравнить 3D Кракена с оригинальным здоровяком у меня сегодня никак не получится, а времени ждать идеального варианта печати и продолжать затягивать с выходом ролика у меня уже не осталось, да и терпение на исходе. Поэтому что есть, то есть. Но даже имея эту 3D-тушу с обрубленными конечностями, скажу честно, мне она нравится больше, чем оригинальная. Какая-то она более натуральная, что ли. Как говорится, без ГМО и лишних добавок. Впрочем, как и все модели студии Clay Cyanide. Ну а теперь, по доброй традиции, давайте посмотрим на все их прекрасные Mega 8K миниатюры разом.
Спасибо, друзья, что продолжаете смотреть мои обзоры, при этом сильно не ругаете, иногда даже и хвалите, это всегда приятно. А еще мне вдвойне приятно рассказать вам и об отечественных 3D-мастерских. Буквально пару слов. Назовем это моей мини-рекламой, хотя в рекламе они скорее не нуждаются. Итак, Garby Games Workshop. Семейная пара 3D-дизайнера и художницы, уникальный авторский террейн с прекрасным покрасом. Таверна, палаточный городок, мимики и многое другое вы найдете в их группе ВКонтакте, ссылки в описании. А в январе ожидайте наш совместный розыгрыш. Ну и артель авторской миниатюры W с их свежевыстрелившим на Кикстартере проектом Magnetic Heroes. Цены, конечно, кусачие, но проект я с радостью поддержал. Ребят смело можно поздравить с успехом, почти все стретч-голы открыты, а подробности ищите, пройдя по ссылкам в описании. Если у меня получится поиметь их прекрасный магнитный пак, я обязательно вам его покажу. Ну а пока. Ах, да, чуть не забыл. Первый розыгрыш в моей группе ВКонтакте набрал более 200 репостов, поэтому сразу был запущен новый розыгрыш совместно с Tesseract Prints. И, конечно, в этот раз разыгрывается ДНД крупничок. Удачи вам, друзья, и до скорых встреч. Пока-пока.